Всем привет, друзья! Сегодня у нас будет небольшой велотурчик с Иришкой. Мы поищем геотайник, а именно, сейчас я покажу, куда именно мы поедем. Я выбрал тайник возле моря, возле населенного пункта Грааль-Мюриц, вот здесь, если вы видите. Давайте чуть поменьше уменьшу себя, чтобы вы вообще что-либо видели. Вот этот вот тайник. Вот он тайник этот. Значит, давайте, он называется Wolf und die Sieben Geißlein. Я даже не знаю, что такое Geißlein. Wolf это волк. Значит, сложность 1,5 звезды, доступность 1,5 звезды, значит, он легкий, размер большой, значит, это будет большая доза. Так, его последний раз находили вчера, 2 раза вчера, позавчера, 2 раза, 3 раза, 4 раза, 5 раз, 6 раз, 7. 6 раз его позавчера нашли, в пятницу или когда это было. Так, и что еще? Значит, вот задание, фамилия. Короче, семейный тайник лежит здесь в Грааль. Это населенный пункт, так называется. Особенности Besonderes für Eltern для родителей, особенно для родителей, которые детям хотят, чтобы их дети вместе с ними собирали эти дозы, эти геокетчинги. В общем, показать бабушке и дедушке, что такое геокетчинг. Вот этот вот тайник традиционный, очень подходит для этих целей. Вот, чтобы спацирган, кляйх, цуфин, лист, в общем, чтобы во время прогулки легко найти. В общем, его легко найти. Выбрал я такой тайник неспроста, потому что сегодня на улице просто какой-то Армагеддон. У нас уже 18 мая, но холодина стоит 12 градусов и просто ураган какой-то сумасшедший на улице. Надеюсь, мы вообще доедем. Ну, а если доедем, чтобы по-быстрому найти и там не тусить полдня, потому что завтра на работу, короче, надо по-быстрому смотаться, быстро найти, записать контентик и обратно вернуться. Что еще? Я хотел бы сделать вот музыку с компакт-дисков, которые я приобрел недавно. Последнее, что я приобрел, вот эти 3 компакт-диска группы Nirvana. Но я не соображу даже, как все-таки это технически организовать. Не знаю, если у вас есть какие-то предложения, пишите в комментариях. Ну вот, потому что музыку не включишь, авторские права и все дела. Что-то сгенерировать нейросетью, это вообще не будет похоже на Нирвану. И, короче, вот как-то непонятно, как вот присобачить мое хобби коллекционирования компакт-дисков и виниловых пластинок, интегрировать с моими покатухами, с велосипедом, не знаю. В общем, короче, вот эти диски я вам показываю. Если я придумал, как вставить еще сюда что-либо, какую-либо информацию по этим компакт-дискам, просто читать с Википедии, это тоже не очень интересно никому. Но другого выхода я не вижу. Погнали! Я поедем сейчас тайник поищем, где именно я наехал. Грааль-Мюриц. Руся меня уже ждет. Я с утра почти полтинник навернул под дождем диким, вообще ливнем, да, Кися? А сейчас мы с Кисей поедем, поищем тайничок, да? Вон мои шуи, я нашла их. Они здесь были? Сейчас я поеду на своем на хардтейле, потому что этот у меня для быстрых и дальних поездок, а хардтейл для легких и близких. Погнали, друзья! Ну что, по коням? Кстати, все это время стоял на зарядке. Я забыл его отключить. Холь? Да. Готово? Да. Приключения. Красавчик. Держи. Вот думаю, плохая идея, что я не одел штаны для велосипеда, а просто уличные. И вообще, что я не одел с памперсом штаны велосипедные. Потому что задница-то за 2 дня интенсивных поездок болит.
И походу опять слетела кепка, которую она у меня прихватизировала. Так как у меня их всего две. И первая мокрая сегодняшней утренней поездки. Вторая она забрала. И третья вот я сейчас напяливаю. Это от моего профсоюза. Бесплатная подаренная от профсоюза. Опять слетела? На, помери эту. Ах, не, я сейчас... Она стильная, кульная. Рекомендую. Нет? Смотри, значит, есть такая, есть шапка. Мне кажется, что у меня заднее колесо болтается. Не, все жестко. Оно просто недостаточно накачанное, прикинь. И она прям вот виляет, когда на поворотах. А так нет, колесо само не болтается. Да ничего, едем дальше. Просто его надо больше накачать. Просто ураган. Типичный ураган в наших краях. Вот что делает велосипедистов нервными, вечно ворчащими. Ураган обычный, немецкий. Остзеакюсте. Тя. Где она вообще? Шо? Вот она где-то там сзади. Я даже не знаю, случилось что. Или вроде мы с ней дорогу вместе переехали, а потом что-то происходит у нее. И она где-то вот она что топит уже. Так. Что там, Кися? Технические неполадки? Ага. Окей. А какие именно? Дай-ка я угадаю, ты не смогла запрыгнуть на велосипед? Не смогла тронуться? Что именно происходило после того, как мы с тобой пересекли магистраль? Я поправила волосы. Не, ну это святое. К этому претензий нету. Ага, так, сейчас вот газу дала Иришка. Красавчик. Резко как-то. Потеря сил и голод на меня нападают резко. Я тебе дарила батончики. Чего ты их не поможешь мне теперь? Ты про те два батончика? Видишь ли, Иришка, очень мало их, поэтому приходится распределять приоритеты. И это если вот будет какие велопутешествия от 200 километров, тогда возьму с собой. А так рука не поднимается. Вот было бы их с десяток, тогда да, с удовольствием. Вот так в этом мире искусственным путем поднимается цена чего-либо. Понимаете? Чем меньше и востребование, тем дороже. Вот оно, золотое правило менеджмента. Не, это не менеджмент, это маркетинга. Создайте дефицит и востребованность. И люди будут жаждать ваш продукт и предлагать любые деньги. Прикинь. То есть фактически этот батончик стоил евро. Но для меня он имеет уже ценность как 100 евро. И я бы хотел его с удовольствием, например, может быть, перепродать кому-то. Я такой кому-то за 100 евро продам. А кто-то другой такой: ты больной? Для него он все так же стоит евро. Ман! Получается, эта система не совсем рабочая. Точнее, она только для меня работает, а больше ни для кого. Потому что я жадный. Жадный скупердяй.
И вместо того, чтобы один раз... Дома супчик собираешь. Это само собой. Вместо того, чтобы один раз купить на всю зарплату пару тысяч батончика. Да, Иришка грамотно поела супчику перед выездом, а я нет. И вот теперь вот голод застиг меня врасплох. Вообще не понимаю, записываю. Так, вот сейчас эта камера записывает. Ладно, мы уже приехали. По идее, на обратном пути ветер должен быть в спину. И должно быть соплей поменьше. Сейчас я императивным путем выяснил, что камера дохла, но сейчас записываю. Ветер сумасшедший, поэтому сопли текут всю дорогу. Караул. Люди смотрят, как я записываю сам себя на камеру и удивляются. Короче, все как обычно. Едем мы искать тайничок в Гральмюрец. С утра я накатил уже 50 километров почти под диким проливным дождем. Просто дичайший дождь был. Я промок насквозь. Потом я пришел домой, поделали мы свои все дела, отдохнул. И вот мы снова после обеда поехали с Ирусей искать тайничок. Кстати, 180 по счету, если что. Если кому вдруг интересно. 180-й, друзья. Да-да-да. Еще 20 и будет 200. Кто бы мог подумать, когда мы начинали это 5 лет назад искать тайники, что мы найдем целых 200 тайников, на секундочку. Кися, когда мы начинали искать тайники 5 лет назад, ты думала, что мы 200 тайников когда-то найдем? А между прочим, Метлервале еще 20 тайников и 200, круглая дата. Помнишь, как мы 100-й отмечали на Фишландарсе, на скамейке, не помнишь? Там еще было интенсивное движение, я поехал сам. Там долго меня не было, и я приехал с уловом, с 100-м тайником найденным, и мы его отпраздновали прямо там, на велодорожке. А? Что? Салютами, надеюсь? Да, нашими фирменными вот этими. Пиу, 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 пиу. Что я сейчас снимал? Небо голубое? Да, таки распогодилось, друзья, малеха. Есть немного. Кто бы мог подумать. Почему здесь беляши, чебуреки не продаются? Потому что вот дёнер как-то многовато, жирновато, как-то не хочу. А вот сосиску, это вообще беспонтовая история. Еще ни один человек нормальный, ну кроме немцев, не наелся никогда сосиской, потому что это просто что радио послушать. А так вот чебурек. И недорого. В идеале вообще пирожки. С чем-нибудь, вот с чем-нибудь пирожки. Вот так центов по 50 даже бы заплатил. Вот верите, нет? А не вот это вот сразу. Сосиска 5 евро, дёнер 10, пожалуйста, все, выбирайте. Блин, дайте за 50 центов что-то тепленькое, блин, что-то с чем-нибудь, с какими-то котятами, блин, все равно. Какую-то ливерную там, вот не знаю, напихайте туда что-то за 50 центов. С удовольствием я бы был ваш клиент. Нет, блин, сразу десятка. Майонез, приправленный горчицей. И это все на сосиску намазано. Это что, еда? Ой, блин, что за люди? Вроде все нормально, но вот с едой катастрофа у них. Пирожки за центов 25 я бы был вообще постоянный клиент. Вообще бы дома перестал есть, ел бы только пирожки. Это если вот по 25 центов. По 50 вот на всяких, на выходные, в отпуске с удовольствием бы выделял 2 евро бюджета на пирожки вообще без второго слова. Вот такая вот история. Все закрыто, сегодня праздник. Сейчас там на побережье, что там? Мороженое, пирожное. Из еды сосиски. Это что, еда? Это не еда, это просто что-то там вспененное
воздух добавленный. Я не знаю, вот я еще ни разу не наелся сосиской. Это... Ай, ладно. Я сегодня утром ездил без камеры, что происходит очень редко. Просто сейчас в отпуске я езжу много, и снимать все это уже без толку, потому что получится тогда каждый день надо будет выставлять, монтировать и выставлять видео. Их не так никто не смотрит, там вообще будет 0 просмотров тогда. И, короче, что меня сегодня утром прямо мотивировало очень сильно, я же присоединился к нашей Рыбнисдамгартен команде велосипедной в этом общенациональном велосипедном немецком проекте Штатрады. И он до 10 июня, и так как мы уезжали, у нас отпуск начался еще неделю назад, и мы уезжали, и только сейчас приехали, и у меня фактически 3 дня только как принять в этом участие, добавить свои километры в эту всю затею. Я прямо с утра думаю, ну, дождь, погоды нету, думаю, пофигу, надо как-то привнести свои километры, свою лепту в команду, в это общее благое дело. Поехал, включил этот эп, это приложение, этой акции. Все, оно посчитало эти мои 46 километров. В конце я такой, ну все, остановить. Остановил, и все стерлось. Ничего не добавилось, ничего не прибавилось. В общем, такой косячина, мне прямо такая жалко. Офигеть. Ну, то есть это меня конкретно утром сегодня мотивировало поднять задницу в такую плохую погоду. Еще до завтрака быстро сгонять, полтинник навернуть. И все зря. Я бы и все равно и так поехал. Но это меня очень мотивировало вот именно принять участие в этой акции. Я и без этой акции езжу. Ну, это как был дополнительный стимул. Я не знаю. Ну, в общем, просто жалко и обидно, что 50 километров, это уже второй раз он не засчитывает. Первый раз он 20 километров мы с Русей ездили в прошлый раз. Он тоже не засчитал. Потому что глючное приложение, как обычно, все здесь. Все, что касается, вот, не знаю, интернета. Ладно, это не надо говорить было. Ничего не обычно. Что обычно? Тут лишь бы поворчать. В лес, все, мы прибыли. Буквально тут 100 метров. Тут у нас болотце. Но мы на броневиках, нам пофигу. Осталась 1 минута до цели. Даже меньше. Все, приехали, кися. Где-то тут. Я даже знаю где. Да, вот этот пень выглядит подозрительно. Так, кися, ты назначаешься оператором. Моим личным. Бесплатным оператором причем. Не плачу тебе ни копейки. Все на голом энтузиазме. За спасибо. Ладно, морожку куплю. Не купит. Куплю. Не купит. Так, кися. Да, ты уже включила? Да. Сначала нужны геокетчерские данные, в них очень хорошо видно. Давайте ставим задание, друзья. И сначала сравним карту. Так, карта нам пока что не очень показывает, но показывает, что где-то это в середине леса. Вот там всем заросшее все. Где там какая-то полянка. А ну подожди, дай-ка я посмотрю. Ну, не будет. Так, я вижу здесь. Что заросшее? Вот так объехать, наверное, надо. Так, друзья, ну что, такие геокетчеры, как мы, уже потоптались. Руся, ты идешь со мной или Нет. Закрыть. Вырубай, кися. Оставляю Ирусю здесь присматривать за велосипедами, а сам ныряю в эти джунгли с головой. Смотрите, здесь просто непролазные, в том числе крапивные джунгли. Видели когда-то крапиву с рост человека? И еще какую-то колючую фигню, которая цепляется за куст. Так вот здесь все присутствует. Что показывает Google Maps? Мы приближаемся, да. Да, мы приближаемся. Тропинка здесь протоптана. Мы приближаемся. Все, мы уже рядом. Очень близко мы, друзья. Очень близко. Горячо. Значит, тропинка пошла вот сюда. И пока что тепло. Ха-ха-ха, вот и он. Та-да, та-та-да. Кися, нашел, но ручку забыл. Ух ты, он какой-то интересный прямо. Смотрите, что происходит. Вы видите это?
смотрите, какой интересный тайник прямо. Сейчас мы еще почитаем про него. Тут у нас есть, значит, тут такая вот цак. Вот тут что-то непонятное для антуражу какое-то, типа видеобервахтинг, наблюдение видео, паутине. Вот тут такое все официально. Смотрите, геокэчи, биты, лезен, все условия. Короче, типа читайте, пожалуйста. Здесь все паутинка. Здесь вот жертвоприношения, которые такие ненормальные, как мы, оставляют. Ну, в основном дети. Вот там какая-то. А, это даже приклеенный. Тут и просто камушек оставил. Ну, давайте я оставлю еще листик какой-то. Вон их здесь, благо, много. Окей. А, здесь есть карандаши. Бо, вот это очень удобно. О, удобно. Мне не надо будет сейчас идти за... Сейчас тут камеру пристрою где-то. Идти за ручкой. Все, друзья, это наш 180-й тайник. Сегодня у нас июнь. Какой именно день, я вам не скажу, потому что сегодня 9 июня. Потому что, кстати, карандашик красный, потому что, скорее всего, это видео выйдет хрен знает когда. И карандашик нифига не пишет. Я отхожу за ручку. И вы такие скажете, какого хрена вообще происходит? Почему он говорит в своих видео одну дату называет, а видео мы смотрим через месяц, через год? Вообще, блин, что за несерьезность, непрофессионализм какой-то. Этот бывший Алекс Титанов, он же Баянов, теперь какой-то 404. Куда вообще 404? Шо к чему вообще? Что за бред? Такие мы стреляли костюмы, как бы я смотрел свои видео. Кися, нашел, да. 180-й наш тайник нашел. Там прямо домик такой, как скворечник, зеленого цвета, висит прямо на дереве. И я пришел за ручкой, Кися. Там красный карандашик, но нифига не пишет. И это 180-й наш тайник. Прямо такой официальный скворечник, зеленый, там внутри такая геокэчерское какое-то напоминание, там серьезно. Плюс там еще такое стекло, а за стеклом такая штука какая-то, я ее не идентифицировал, что это. Похоже на камеру, но это никакая не камера, но такой какой-то хрустальный шар какой-то внутри под стеклом там. Интересный 180-й тайник, интересный, скажу я вам. И снова, и опять, друзья, я ныряю в эти чигири, состоящие в основном из крапивы и какой-то колючей, цепляющейся за куртку хрени. А также папороть. Посмотрите, пап выше меня ростом. Мы как-то вот в Эйсэмиле заблудились в здешних лесах. Вот в таком вот папоротнике. Все, взял я ручку геокэчерскую. Вот она всегда у меня с собой. В сумке велосипедной. И заполню по-человечески сейчас логбук, блокнотик геокэчерский, который прилагается тут же. Погнали. Так, значит, сегодня у нас что? 9 июня, значит, 2025 года. Алик и Ирина. Все, поехали мы сначала на пляж. А, может, чтобы заедем там. Есть такой рододонды, такие цветы красивые. Здесь есть прямо целый парк. Они, наверное, сейчас цветут. Мы заедем сейчас туда, видимо. В Руси есть люст и бок. Посмотрим, поглазеем там, пофотографируем цветы. Потом заедем на штранд, на пляж. Может быть, попьем там кофе. Может быть, что-то съедим. Я дико голодный. Я, честно говоря, уже вообще поехал домой есть курочку. Ну, так быстро тоже нет. В общем, сейчас сориентируемся, что к чему. За рододондами. Раньше ты меня водила каждый год на рододонды. Я называл это «Погнали на рододонды». А сейчас уже... А сейчас уже не надо. Вот те раз. Так, если дальше пойдет, то получается и Варнамюнда следующее, что ты скажешь, не надо. И на море ходить не надо. Не-не-не. Традиция есть традиция. Нарушать нельзя. Значит, смотри, это золотой треугольник, краеугольный треугольник, я называю. Варнамюнда, рододонды, штранд. А что не купим? Мы вернемся и купим, что? Ну а что нет-то? Кись. Ну, в чем проблема? Тут 100 метров.
сюда, в эту сторону. Рододонден парк. Был указать. Вполне возможно, что я неправильно это выговариваю. Слово слишком заковыристое. 700 метров. Рододонден. Нет, как правильно? Рододендрон парк. Ман. Рододендрон парк. Получается, я немного сократил пару ДО выкинул, потому что там связка 4 раза Д и О. Рододонден. Рододонден. Я бы даже, наверное, сосиску съел бы. Хотя это выкидка денег, конечно, пустая. А пирожков там нет. Саму Гральмюрицу, прямо такая типичная прибрежная архитектура, все беленькое, все отели, и они очень похожи между собой, городишки маленькие вот на побережье Балтийского моря здесь. Кстати, рододендроны — это вид цветов такой, я не знаю, как они по-русски-то. Кися, а как рододендроны по-русски? Это что за цветы? Да ну, нету таких русских цветов. И... А? Ах, ну мы же их ведем, а не едем на них. Куда мне их девать? Не привязывать же ради 5 минут этого удовольствия. Нет, нету таких рододендрон по-русски. Они уже отцвели. Здесь такой небольшой, но очень красивый парк. Когда это все цветет, здесь прямо очень красиво и душевно. Мы каждый год обязательно сюда наведываемся. А в этом году пропустили. Хотя, мне кажется, он в июне цветет или весной. Ну, что ему тогда мешает? Сейчас, мне кажется, он вообще еще не... А нет, он уже сухие, он уже отцвел. Сухие вон, остатки цветов. Хотя, Философенвек. Видите? Здесь вот улица философов. Здесь даже улицы вот так интересно имеют название интересное. Да, вон уже все сухие цветы эти, они отцвели. Мам, только начало июня. Алло, вон еще что-то цветет. Здесь, когда все цвету, оно все пышное, все красивое такое. Нет, погнали сюда. Вот тут остатки былой роскоши. Цветы чуть-чуть. Вафли здесь делают, они пахнут просто. Знаете, такие сладкие вафли. И когда встречается мой дикий голод и вот этот запах, и это происходит, я теряю голову просто. Хотя я вообще не падок на эти вафли, но они так пахнут. Вон там еще что цветет, Кися, в том углу. Мы туда никак не проберемся. Так, вон еще тоже. Пойдем туда. Вот так вот чуть-чуть. Видите, как мы быстро. Да. Ну, не знаю. Нет, ну там арочки там. Ну, и то интересно. Но мы уже как бывалые здесь туристы. Мы такие раз, пробежались быстро. Ну, правда, ничего не цветет. Фотографироваться не было для чего. Ну, как вот туристы, они все ходят, рассматривают, читают медленно, вдумчиво. Мы такие раз прогоняли, пролетели. Вот видите, еще какое-то вот цветет. Блин, как-то там перечеркнуто так выглядит, как будто вообще ничего. Если бы ехать, не знаю, может был бы какой-то велосипедист на велосипеде перечеркнут. Тут прямо велосипед перечеркнут, выглядит, как будто вообще не их великом для велосипеда. Пофиг. Все, вот оно, все засохшее здесь. Здесь было буйство какое-то, Кися. Мы прямо с тобой пропустили в этом году. Здесь прямо, смотри, это все засохшее, это все были цветы. Здесь было в мае, получается. Очень красиво, буквально, блин, наверное, 2-3 недели назад, да? Или как ты думаешь? Ну вот мы ездили когда? Когда мы ездили? Когда и куда? Да, велосипед, да, это... О, ну это было давно. Ну там еще были в цвету. Да, это было 2-3 недели, наверное, назад. Я еще работал тогда.
2 недели назад где-то здесь было. 2-3, наверное, не знаю даже точно. Короче, надо ловить момент середины мая до начала июня. Странно, такая холодина еще все время была. Но это не помешало нашим рандодендариям подцвести. Все, выходим, поедем, купим Русе клубничку и поедем домой. Придется ее на руле везти, но ничего страшного. Так, приехали, мы выехали на клубничку. Это просто не такая клубника, как в магазине продается, это вкусная. Это местная, которая здесь собирается. Килограмм или хальп-кило? А? 50. 50 центов есть? Ну что, у меня есть пятерка. Там у тебя подножка есть. Специальный момент. 50 центов нет у тебя случайно? Есть 50 центов, да? А. Если вы нам еще кулечек дадите, вообще будет шикарно. О, спасибо. Вот это здорово, здорово. Приятно слышать. Пожалуйста, большое придите еще. Окей, все, счастливо. Чао. Так вот тетка русская, ну или с Украины, по крайней мере по-русски говорит, продала нам клубники. Цена космическая, 9,90 килограмм. Караул. Ой, сколько. Ладно. Значит, друзья, это был 180-й наш стоит. Километров 35-38 мы проехали. Свечки, послушали музычки. В общем, было здорово. А с вас лайкос за видос. Все, короче, с вас лайкос за видосы и подписочка. Пока-пока.